Деревня Бронхилл просыпалась медленно. Первые лучи солнца окрашивали пыльные дороги, где уже гудели тракторы. Люди спешили по делам, не замечая, как по обочине, в пыли, бежал босиком мальчик лет 10. Его звали Лукас, и он бежал так, будто от этого зависела жизнь. На перекрестке, где стоял старый амбар, он остановился, едва переводя дыхание. Перед ним возвышался мужчина, огромный, с мощными плечами и руками, как будто высеченными из камня. Это был Сэмюэл Грант, фермер, о котором в округе ходили легенды, грубый, нелюдимый, никому не доверяющий. «Они избили мою маму», — выдохнул Лукас, хватая воздух. «Пожалуйста, помогите, она дома кровью истекает». Фермер поднял взгляд от мешка с кормом и хмыкнул. «Я не доктор, мальчишка. Зови шерифа». Но Лукас не двигался. Его глаза блестели от слез и отчаяния. «Шериф в городе. Они закрыли дверь изнутри. Я не могу вытащить ее сам». Сэмюэл посмотрел на него чуть дольше, чем хотел. Потом медленно снял перчатки, бросил их на землю и, не говоря ни слова, направился к своему пикапу. «Садись», — коротко сказал он. Когда они добрались до старого домика на окраине, дверь действительно была выбита. Внутри царил хаос, разбитая мебель, кровь на полу, и женщина, едва дышащая, лежала у стены. Сэмюэл мгновенно сориентировался. Он поднял ее на руки, как будто она ничего не весила, и вынес к машине. «Держи ее голову», — сказал он Лукасу. «Не давай ей уснуть». Мальчик дрожал, но слушался. Сэмюэл не был врачом, но умел действовать быстро. Он мчался по ухабам, крича на каждого, кто попадался на пути, чтобы очистили дорогу. Через 10 минут они были у клиники. Когда врачи приняли женщину, Сэмюэл остался стоять в коридоре. Руки его дрожали, хотя он пытался этого не показывать. Вдруг Лукас подошел и тихо сказал: «Спасибо, сэр. Я думал, вы просто уйдете». Фермер отвернулся, будто ему в глаза попала пыль. «Так бы и сделал. Но ты кричал так, будто это мой сын.